Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз. Личная жизнь до конца лета. Как изменится ваша жизнь? Что прояснится? Вот давайте такие вопросы зададим картам. И, конечно, останемся реалистами. И личная жизнь – это и про любовь, но это еще и взаимоотношения с теми людьми, которых мы не можем исключить. Ближайшее наше окружение – это и родственники, коллеги, соседи, ну, может быть, и новое знакомство. Это наши достижения, это где-то наши планы. Давайте узнаем, мои дорогие водолеи. Так что же прояснится? У каждого из нас есть какие-то нюансы, когда как белые пятна. И непонятно, в какую сторону что идет, что от чего зависит. Достанем две карты, что прояснится. Летом для водолеев. Что вас будет радовать, что вам будет помогать, для вас в плюс. Отношение человека к вам, отношение партнера к вам, что думает. В течение лета каковы тенденции. Следующий дуплет. Будет ли новое знакомство? Суждено ли? Будет ли новое знакомство? Неожиданности. Ну и неожиданно приходят к нам и возможности, поэтому чего не упустить. И карту совет, которую откроем в самом конце. Что ж там будет проясняться? Ага, по какому-то конфликту. Вот есть такая фраза: разошлись, как в море корабли. Ну вот, может быть, что-то подобное у кого-то проигрывается. И, кстати, каждый разошелся при своем мнении. Никто никого не прогнул, никто никому ничего не доказал. А люди где-то остались на своей волне, и вот теперь какая-то пауза. Может быть, это у вас в вашей жизни. Я допускаю, что не у всех, безусловно, мы все разные, расклад это общий, да и вообще это только лишь карты, опять же, будем реалистами. Но есть явно какой-то конфликт или какая-то ссора, или пусть и ссоры не было, конфликта не было, а вот что-то в душу-то запало, и значит, с чем-то вы не согласны. Пятерка мечей – это всегда первая победа. Вроде победа есть, ну да, нам так кажется. А на самом деле это конфронтация или какое-то разъединение. Оно лишь увеличивает дистанцию конфликта. И от того, как мы сумеем договориться или сумеем увидеть в одном направлении. Если этот человек действительно для вас значим, или какой-то вопрос для вас тоже вы хотели бы для себя прояснить. Может быть, это касается вашего окружения. Но все равно, как будто контакт это ведь неизбежный, понимаете? Но тут не совсем, тут с позиции, как вот мы этого хотим. А может быть, не видеть ситуацию однобоко, если мы говорим о том, что диалоги какие-то должны состояться. Потому что, находясь во власти своих мыслей, ничего нового не придет. Ведь вот об этом нам тоже говорит карта. И поэтому выйти из конфликта, конфронтации, ссоры или из своих собственных мыслей и быть готовым как минимум к какому-то диалогу, чтобы что-то прояснить. И я бы сказала, быть готовым к неожиданностям. Вообще полярные карты, и поэтому условно водолеи могут находиться во власти собственных размышлений. А тут в реальной жизни происходит что-то совершенно другое. И эта карта тоже ничего не проясняет, кстати. Она, наоборот, говорит, приготовься к неожиданностям. Рыцарь жезлов – это тот, который, кстати, настроен пройти своим путем. Имеется в виду не настаивать на своем, а тот, который готов к неожиданностям, потому что ему хочется драйва. Ему лучше драйв, чем какое-то стоячее болото. Но вот отчасти тогда все равно. Прояснение какое-то должно быть, следовать, да. Мы, кстати, можем и узнать эту правду, которая для нас будет совершенно неожиданна. Приготовьтесь и к этому, мои дорогие водолеи. Она может быть даже в другой плоскости, или, если мы говорим об отношениях, если был вот этот конфликт, то причиной конфликта могло быть совсем не то, что вы думаете. И вот эта правда перед вами откроется, и вам как будто пора действовать. Вы не должны терять буквально ни минуты, потому что по рыцарю жезлов мы можем упустить время. Сегодня эта возможность есть, а завтра ее может не быть. С чем это связано? Да правда, тут на кону, посмотрите, сама по себе возможность. Только вы, мои дорогие водолеи, решаете, готовы вы к этим неожиданностям или
Может быть, даже услышать что-то в отношении себя неожиданное. Но ведь, посмотрите, оно того стоит. Может быть, принять точку зрения другого человека для вас тоже будет важно. Это не означает, что вы на 100% с этим согласны. Мы просто принимаем. Мы допускаем, как альтернативный вариант мыслей или видения жизни. Почему нет? Мы не должны кого-то перевоспитывать. Мы не для этого приходим в эту жизнь. И, по сути дела, у нас все складывается либо удачно, либо не очень. От того, как мы сумели договориться и не устроить какие-то отношения, как на ножах, да. Надо сказать, что судьба, она, говорят, злодейка. Она не злодейка, но, видимо, какие-то невидимые силы запускают механизм повторения вот этого самого дежавю. И значит, вот железно срабатывает, если мы с кем-то не договорились, или мы, ну вот, пустились вот по ходу своих собственных предположений, мыслей, и вот эту дистанцию мы расширяем. В итоге все сводится к тому, что нас еще раз обязательно жизнь столкнет с подобной ситуацией или с конкретным человеком, и нам все равно придется где-то вот эту форму диалога выстраивать. Поэтому будьте внимательны. Но я бы сказала, что прояснится. Тут помощь, можем говорить, и высших сил, но это не значит, что сели, сидим, ждем. Нет, все-таки мы сами как-то по направлению к выяснению того или иного вопроса, или это если касается отношений, я могу предположить, тогда вы сами должны в какой-то более дипломатичной форме начать, по крайней мере, прояснять что-либо. И тогда вы будете тоже делать выводы, откликается человек вам или нет. Тут ведь мы можем просидеть и прождать бесполезно. И вторая сторона точно так же может в таких же энергиях находиться. И поэтому даже первый шаг нам дает всегда прекрасную возможность понять, стоит это продолжать или нет. По крайней мере, потом мы себе можем сказать, я сделал все, что мог. Но я здесь вижу как раз какие-то новые возможности. Это всегда по тузу пентаклей. Давайте посмотрим, что вам помогает, что вас будет радовать. Ну вот правда, аркан умеренности. Это баланс, внутренний баланс. И вообще куда-то не торопиться, может быть. Имеется в виду, мы не бездействуем. Это карта такого холодного восприятия, когда карта говорит, что для тебя действительно, вот как этот туз пентаклей сложится, может, по крайней мере, для кого-то из вас, не случайная случайность. И нужно куй железо, пока горячо. И опять же, если возвращаясь к первой карте, мы ведь можем сидеть и ждать, и мы примем вот эту возможность за что-то малозначимое. Или скажем, подумаем, ну, сегодня есть и завтра есть, я еще подожду, а потом ничего не произойдет. Поэтому правильно оценить шансы свои, обстановку вокруг, поскольку это старший аркан. Здесь не все на уровне ваших переживаний. Я бы сказала, тут явно есть какая-то заинтересованность, скажем так, мои дорогие водолеи, не просто прояснить, а что-то даже продолжить. Потому что потом вы себе скажете спасибо. Но действовать придется как-то иначе. И даже если вы слышите, предположим, какую-то фразу, или вы слышите какую-то новость, внутри словно все закипает, а вот от этих эмоций нужно, ну, или избавиться, или погасить их в себе, потому что любые эмоции вам не дадут правильной концепции видения. Вот, наверное, самое главное. Поэтому умеренность дает вам холодный ум. И острый взгляд, кстати, на вещи. Правда? И вот девятка мечей. Что вы выбираете? Что вам помогает? Да я бы сказала, переосмыслить какую-то прежнюю ситуацию. Девятка мечей – это отчасти искаженное восприятие. Всегда что на восьмерке мечей, что на девятке мечей. Люди либо закрытые глаза, либо завязанные глаза. Но нет реальности, не видят картину, ту, которая присутствует в данный момент. А мы уже по аркану умеренности с вами говорили, эмоции мешают. Девятка мечей – это от начала до конца те эмоции, которые, они нас мало того, что опутывают в течение дня, и не дают нам правильно сориентироваться. Они еще могут мешать и ночью, буквально. Это бессонница, инсомния. И поэтому для кого-то из вас уставшие люди делают ошибки, помним это. И банально, если нет сна, такого долженствующего, если вы утром просыпаетесь словно разбитый и не понимаете вообще, что происходит, или в какой-то путанице мыслей,
Самое время, ну, может быть, и подумать о здоровом образе жизни, хотя бы в виде прогулок перед сном, а не просмотра телепередач, которые вас, наоборот, в какую-то глубину, но не ту глубину, на которую нужно погрузиться, вас уводят, понимаете? Тут нужно перейти в какую-то реальность, мои дорогие водолеи, и поменьше ненужных мыслей. Они вас действительно могут как в какой-то тупик приводить. Нет там решений. Что случилось, то произошло. Но быть реалистом от начала до конца, это тоже вам помогает. А кому-то, может быть, вот этот образ жизни, когда вы меняете, а это тоже действует волшебно. Мы сами для себя говорим, нет, вот, допустим, есть какие-то привычки, да, и я буду от этих привычек отказываться, как новую жизнь начинаю. А почему нет? И, кстати, высшие силы вам помогают. Мы очень часто начинаем какие-то оздоровительные программы или что-то такое полезное, а потом срываемся, думаем, эх, опять сорвался или сорвалась. Ну и ничего, сорвался, сорвалась, значит, надо начинать еще раз. Мы люди, и мы можем себе позволить ошибаться, но это не значит, что мы должны впадать в стопор. Это значит еще раз попробовать. Вот так. Отношение партнера к вам. Колесо фортуны. Да правда, вам высшие силы помогают, ведь это карта успеха. Я, конечно, могу предположить, что у партнера будет что-то экстренно меняться. Обстановка какая-то меняется. Или отношение партнера к вам как-то быстро меняется. Может быть, он вам какие-то информацию какую-то доносит, да? И ваше продолжение отношений каким-то образом зависит от обстановки вокруг, от смены событий, от обстановки в мире. Может быть и так. Тут ведь по этой карте у кого-то на кону может вплоть до переезда стоять. Тут вот и такой вопрос. И тогда будьте готовы вот к этим неожиданностям. И поэтому для вас дважды, трижды важно быть реалистом. Вам нужно будет в реальной жизни что-то согласовывать, куда-то отправляться, узнавать, как правильно оформить, к примеру, документы или некоторые вопросы, которые тянутся с предыдущего периода жизни, тут тоже привести опять же в какой-то баланс. Почему? А потому что будущее, вы уже в этом будущем, и вам в новые реалии нужно как-то очень красиво вписаться, потому что какой-то успех может быть. И подобный успех может быть где-то и у партнера. Я, кстати, допускаю, по сюжету карта сама по себе неожиданностей, поэтому тут могут быть и неожиданные заявления со стороны другого человека. Давайте узнаем, откроем вторую карту. Это, к примеру, может быть такая карта силы, все-таки два старших аркана. Я бы сказала, что какие-то отношения, они все равно будут продолжаться. Но вот в каком фарватере? Тут, наверное, у каждого по-своему. Есть тут что-то, то, что приходит именно от внешней обстановки или от того, на что мы не влияем. Но, может быть, у кого-то проиграется и так, вам может показаться, что человек вам проявляет меньше активности в ваш адрес или меньше влияния, потому что он погружен в какие-то свои дела. И правда, тогда эта карта может свидетельствовать, две карты, о том, что если у человека бизнес или какое-то свое личное дело, творчество, может быть, он строит карьеру, пишет диссертацию или какой-то научный труд, книгу, картину. Ну, одним словом, это человек увлеченный. Он на какое-то время действительно выпадает из реальности и погружается в то, что он хочет создать. Поэтому это тоже нужно не додумывать, а скорее что-то проговорить. Или постараться построить диалог. Опять же, вот первый шаг, наверное, вам помогает понять, есть смысл, откликается ли человек на мои контакты или нет. И тут будет у каждого по-разному. Но я в основном, ведь две добрые карты. Кстати, карта сила говорит о дипломатии, договариваться придется. Это тоже где-то баланс. Это при взаимодействии с этим человеком не стоит проявлять где-то напористость, вот есть такой момент. И в то же время ставить себя на второе место тоже нет. Здесь сам по себе диалог. Почему? Потому что эмоции сопровождают как и человека, так и, может быть, и вас, мои дорогие. Две карты каких-то неожиданностей, скорых перемен или скорых событий, которые приходят извне, и каким-то образом это тоже нужно учитывать. А у вас свое отношение к этому, у партнера свое отношение, и от того, как вы договоритесь,
будет зависеть ваша история. Но, правда, внешние события влияют на историю вашей пары. Будет ли новое знакомство? Рыцарь мечей. Здесь может быть, к примеру, новое знакомство, когда, если вы, мои дорогие водолеи, занимаете пост какой-то, да, вы руководитель, но может быть даже какого-то звена, отдела, коллектива маленького. Здесь могут быть проверяющие. Вот правда, должна сказать. Понятно, это не для всех, но где-то к этому готовому быть стоит. И даже если человек как преднамеренно с какими-то эмоциями уже появился, да, мы говорим, пришел накопать. Вот даже если так, то у вас все равно есть возможность остаться с этим человеком. Может быть, с кем вы были, словно в конфронтации, прояснить и остаться даже добрыми друзьями. Так бывает, когда начинается даже с конфликта какой-то контакт, а в последующем мы сглаживаем углы или важная беседа, опять же, через диалог. Она состоялась, и мы понимаем окончательно, что не было каких-то скрытых намерений, просто мы разные и по-разному видим эту жизнь. Но по этой карте, кстати, мы можем искать истину, и мы ее обязательно найдем. Это, кстати, и карта скорости для кого-то может быть. Но это холодная карта. И мы уже с вами говорили, быть реалистом, правильно воспринимать все то, что мы услышим. А то и что-то перепроверять, доузнавать. Вы знаете, наверное, все зависит от вашего восприятия. Карта отшельник, сказать, что кто-то новый, как новый человек входит в нашу жизнь, конечно, я не могу. Но вот через какие-то инстанции люди входить могут. Или через работу, через какие-то контакты. Такое тоже вполне вероятно. Но кто-то вот эту подобную ситуацию вот с этим, как проверяющим или с какой-то неожиданностью уже пережил. И вы какие-то выводы, ну, не совсем правильные сделали. И вас, пусть не всех, но кого-то, словно вы уходите в отшельника. Это вы никого не хотите видеть. Вот для кого-то, пусть одного, двух, но я такое могу допустить. Лучше я буду ни с кем, ну, может быть, и есть смысл. Лучше быть один, чем вместе с кем попало, Амар Хайям сказал, да? Но есть ведь, когда и мы обожглись на молоке, а потом до бесконечности дуем на воду, а уже этой истории как бы нет. И, может быть, вот это одиночество, когда мы сами замкнулись, с нами кто-то не согласился, кстати, по рыцарю мечей, нам иногда так безапелляционно какую-то правду подают. Или подают даже не правду, а какие-то свои жесткие эмоции, свои видения, восприятия мира. А мы с этим не согласны, мы хотим оградить себя от тех эмоций, которые нас словно разрушают. И вот мы тоже можем уйти в этого самого отшельника, который никому не верит, но вроде идет своим путем. Но, тем не менее, вы можете даже сталкиваться, мои дорогие, в целом, чтобы распределить эти две карты или к чему это все идет. Вы можете сталкиваться с такими людьми, которые вам могут напоминать поначалу, как бунтарь без причины. Или вам могут говорить что-то острое, колкое. Поэтому по аркану отшельника ведь это карта философа, мудрости. Это тот, который все знает. Это тот, которого невозможно купить. Ни на лесть, кстати, ни на какой-то минус. Он просто идет вперед, потому что он имеет какой-то свой план. Вот и вы, мои дорогие, будьте вот этими мудрецами, но не отшельниками. Видимо, ну, не все в нашем мире однозначно, но как минимум мудрое решение по каким-то новым контактам для вас может быть совершенно неожиданным или вот таким колко-едким вам придется принимать. Но это не совсем про любовь. Я тут вижу, это могут быть инстанции, тоже это мы, допустим, нам ведь говорят карты, что тут что-то будет явно меняться. И часто бывает, как и по колесу фортуны, так и по рыцарю жезлов, мы обращаемся, может быть, или в учреждение, узнаем, какой документ, как правильно оформить. Мы можем отправиться к юристу, чтобы тоже для себя прояснить, как что-то сделать правильно по закону. Мы можем услышать ту правду, колкую, а тем не менее она не перестанет быть правдой, даже если нам не нравится. Поэтому диалог с самим собой. Себя имеется в виду не тот диалог, который, как, знаете,
ненужное погружение в эту глубокую философию. Нет, это реальность какая-то, которую мы видим беспристрастно, безэмоционально. Неожиданности. Самое главное не замкнуться. Опять же, нам карта говорит девятка. И любая девятка нам о переменах, которые практически уже сейчас происходят. И если мы себя так, метафорически говоря, поставим за этот забор, то ничего не будет происходить. Здесь от вашего первого шага будут зависеть продолжение, ведь искусство первого шага. Мы говорили об этом в самом начале. И если даже на какой-то период ушли вы в этого отшельника, или словно вы замкнулись, обстановка, которая внешняя, вас заставляет реагировать правильно. И поэтому вот наш герой, а кстати в герметической колоде Таро девятка жезлов, это карта великой мощи, это карта силы, когда нужно подумать, куда, в каком направлении эту силу проявить. И вот здесь аккуратные шаги. Искусство нового шага, первого, или искусство мелких шагов, я бы даже так сказала. Наш рыцарь, вооружившись жезлом, пробирается сквозь болото. Вот эту топь он сначала жезлом как будто измеряет. Мои дорогие, видимо, и для вас придется где-то аккуратными шагами все-таки идти вперед. Будьте готовы к неожиданностям, но у вас хватит сил все преодолеть. Но вот за этими жезлами как раз и находятся возможности. А мы ведь, посмотрите, говорила про 8 мечей. А мы можем так и остаться на глубине своего восприятия. Вот карта 5 искаженного восприятия. Все зависит от того, насколько вы реалисты. Здесь даже может быть какая-то жизненная метаморфоза. Или, мои дорогие, хоть камни с неба. А для вас это будет какая-то возможность. Может быть, даже и по закону, кстати. Иногда законы, они в нашей жизни, понятно, присутствуют, они не меняются чаще всего, но выходят подзаконные акты. И если мы не держим руку на пульсе, а вот находимся, условно говоря, за этим забором, то мы и не знаем ничего. Поэтому все-таки искусство вот этих мелких шагов вам помогает даже любую неожиданность для себя перевернуть возможность. Самое главное – открыть глаза. Давайте откроем карту совет. Ну и карта, соответственно. Закрой в прошлое дверь. То, что уже случилось, оно завершилось. Нет смысла как будто о чем-то сожалеть. И даже если был какой-то минусовый опыт, опять же, оставьте это как ситуацию, чтобы не найти вторично какие-то грабли. Но здесь, я вот говорила, перемены, колесо фортуны. И эта карта, она говорит о том, что уже и прошлое само от тебя пытается оттолкнуться. Что-то в виде сильных эмоций, которые могут вас затягивать туда, куда вам не надо, мои дорогие водолеи. Оно должно завершиться. Может быть, перестроить собственное восприятие совершенно в другой формат, оттолкнуться от того, что есть в реальной жизни. У вас прямо быстрые какие-то могут быть перемены, быстрые события, быстрая информация. И для чего-то вам это все нужно. Вам нужно будет куда-то отправиться или найти достающую, допустим, недостающую информацию и достоверную. То есть, чтобы для себя прояснить какой-то вопрос. Не отложить его на потом, сказав, потом прояснится. Да нет. Здесь самому придется действовать. А здесь мы, по сути дела, бездействуем. И мешает именно какая-то прежняя ситуация. Закройте дверь. Идите по тем возможностям, которые вам дает судьба. И буквально и высшие силы-то вам помогают. И сил у вас достаточно. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. И я благодарю вас за спонсорскую поддержку моего творчества, моего канала, за ваши добрые комментарии. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.